Всем здорово, друзья, вы на канале Lynx, и я очень рад, что спустя пару лет мне наконец-таки удалось выпустить этот видос. Да, как бы смешно это ни звучало, но от самой идеи этого ролика до его залития на YouTube прошло чуть больше 2 лет. Ну да ладно, суть все же не в этом. Как по мне, современная игровая индустрия уже давненько начала скатываться, а новые игры в большинстве своем не имеют никакой атмосферы, и глядя на них, лично у меня возникает лишь чувство недоумения. Серьезно, не так давно я смотрел список игр, вышедших в 2021 году, и не нашел абсолютно ничего цепляющего взгляд и вызывающего желание купить. Да какой там купить, даже спиратить с целью ознакомления с игрой не было никакого желания. Как вы уже поняли по названию, в этом видео речь пойдет о тех играх с первой PlayStation, которые, по моему скромному мнению, гораздо лучше большинства современных игр, несмотря на весьма посредственную графику. Прошу заметить, что это не топ, а просто список, поскольку у меня язык не повернется какую-либо из этих игр назвать лучше, ведь все они по-своему хороши. Итак, ребята, желаю приятного просмотра. Погнали! Открывает этот список небезызвестная всем Medal of Honor, а точнее две самые первые ее части, с которых началась одноименная серия. Обе части разработаны такими гигантами игровой индустрии, как DreamWorks Interactive и Electronic Arts. Первая часть вышла ближе к концу 1999 года и была названа одной из лучших игр о Второй мировой войне. Действие игры происходит в интервале от 1944 до 1945 года. Главным героем является летчик Джимми Паттерсон, которому предлагают вступить в управление стратегических служб, на что тот и соглашается. Игра включает в себя 24 уровня, проходя которые вы точно не заскучаете. В каждой миссии вам предстоит выполнять задания по типу найти какие-то документы, устранить энное количество членов гестапо, где-то перекрыть какой-то клапан в целях предотвращения газовой атаки и так далее. Более того, в некоторых миссиях Паттерсону придется одевать форму немецких офицеров и ходить с поддельными документами, выдавая себя за немца. Поведение врагов тоже может оказаться для вас реально неожиданным. Они обучены не только бегать и стрелять, но еще и реагировать на происходящие действия. К примеру, когда вы кидаете гранату, вы вполне можете ожидать, что она с большой долей вероятности может прилететь к вам обратно. Реже можно встретить ситуацию, когда немец ложится на гранату животом, защищая своих товарищей. А если повезет, вы увидите, как немецкая овчарка здесь будет защищать своего хозяина, взяв гранату в зубы и принося ее обратно к вам. Игра заканчивается уничтожением немецкой ракеты Фау-2, после чего нам показывают запись падения этой же самой ракеты в реальной жизни и награждают кучу медалей. Однако первая часть все же не сильно изобилует разнообразием уровней, что собственно компенсирует Medal of Honor Underground, следующая часть серии. Главной героиней здесь уже является женщина по имени Манон Батист, которая была нашим связным в первой части. Первая миссия проходит в Париже, где Манон встречает своего брата, первого NPC, который поможет нам добраться до здешних катакомб, но которого, увы, жестоко ликвидируют немцы. После парижских улиц нас ждет марокканская пустыня, в третьей миссии кносский лабиринт Минотавра на острове Крит, а тот в свою очередь сменяется темным замком Вевельсбург. В последнем, кстати, вас реально напугают нападающие на вас немцы, облаченные в рыцарские доспехи. Поверьте мне, в былые времена эти ребята напугали ни одного игрока, внезапно нападая со спины. Игровая механика в целом осталась прежней, все так же здесь присутствуют стелс-уровни, однако поддельные документы сменяются уже на фотоаппарат, что гораздо веселее. Теперь ничего не подозревающие враги будут с удовольствием вам позировать. В этой части тоже присутствует хэппи-энд. Заключительный уровень называется Liberation, что означает освобождение Франции от немецких захватчиков. В общем, как ни крути, медаль действительно может похвастаться весьма атмосферным геймплеем, а первые две ее части даже сейчас не теряют своей популярности. Следующий на очереди Chrono Cross.
Что ж, я думаю, нисколько не привру, если скажу, что это одна из моих самых любимых игр за все время. Chrono Cross — это японская ролевая игра от компании Square, вышедшая на PS1 в 1999 году. Этот же RPG способен удивить игрока потрясающей на то время графикой, большим выбором действий и очень долгим прохождением. О сюжете я даже боюсь заикаться, он здесь настолько запутанный, что его порой не могут понять даже те, кто прошел эту игру не один раз, вроде меня. Если вкратце, вам предстоит путешествие по архипелагу Эльнида, а главным героем будет юноша из рыбацкого поселка по имени Серж. В игре есть два параллельных мира, в которых главный герой взаимодействует с другими персонажами и старается узнать о причине своей телепортации в другой мир. В обоих мирах вам будут препятствовать враги, сражения с которыми происходят в пошаговом режиме. На протяжении всей игры к вам в команду будут присоединяться союзники. Всего их в игре 45, но при первом прохождении всех их завербовать не получится, для этого игру нужно пройти минимум 3 раза. Также Chrono Cross изобилует различными боссами, на многих из которых вы точно застрянете, пока не разработаете лучшую тактику для боя. Ну и конечно, отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение Кросса. Композитор Ясунори Мицуда порадовал многих игроков замечательными саундтреками. Вот некоторые из них. Также стоит упомянуть, что в игре существует аж 11 различных концовок. Естественно, при первом прохождении можно получить только одну из двух, плохую или хорошую, а вот при следующих прохождениях для вас открыт целый мир Хроно. Конечно, можно долго рассказывать о геймплее Chrono Cross, и я даже подумаю сделать об этом отдельное видео, но в общем можно сказать, что если вам нравятся игры из серии Final Fantasy, то вероятнее всего, Хроно вам точно понравится. Нельзя обойти стороной замечательный файтинг Tekken 3, который весьма символично занял 3-е место в нашем списке. Среди десятков игр серии именно 3-я часть считается лучшим файтингом для PlayStation. Она значительно отличается от своих предшественников большим выбором персонажей, лучшей графикой и некоторыми аспектами геймплея. В игре существует множество различных режимов, среди которых аркада, бой 1 на 1, командное сражение и многие другие. Я думаю, у всех игроков Tekken был персонаж, за которого им нравилось играть больше всего. Это мог быть Брайан Фьюри, Эдди, Медведь Кума или кто-то другой, но мне из персонажей всегда нравился Хваран, которого я до сих пор называю Оранжем. В целом, Tekken 3 это хороший файтинг, который является одной из лучших игр этого жанра. Следующая игра из нашего списка — Oddworld. Тут хотелось бы отметить обе части — Apes Odyssey и Apes Exodus, вышедшие в 97 и 98 годах соответственно. По геймплею обе эти части мало чем отличаются, и в Odyssey, и в Exodus вам предстоит играть за персонажа по имени Ape, принадлежащего к расе так называемых мудаконов. История начинается с компании Rapture Farms. Данный завод по производству мясных продуктов начинает испытывать финансовые трудности из-за уменьшения численности двух промысловых видов животных – скрабов и парамитов. Чтобы исправить ситуацию, компания решает выпускать новые изделия, изготовленные из мяса рабов завода, одним из которых является главный герой. Тот случайным образом узнает об этом и решает бежать с фабрики, одновременно освобождая своих собратьев. В оригинальной версии игры на заводе работает лишь 100 мудаконов, а в ремейке их численность достигает отметки в 300 существ. Общение с коллегами ограничивается небольшим набором фраз по типу «Привет», «Иди за мной», «Жди» и так далее. Прохождение заметно упрощает возможность вселяться во врагов, при помощи которых можно решить много тактических задач.
Сюжет первой части продолжается во второй серии игры. Вернувшись после освобождения друзей завода, Эйп теряет сознание и видит видение, в котором его просят освободить мудаконов из шахты Некрума, где те работают уже на другую компанию, Soulstorm. Soulstorm занимается изготовлением пива из мудаконских костей. Аналогично первой части, в Exodus имеется возможность общаться с собратьями, вселяться во врагов, но в отличие от Odyssey, здесь мудаконы могут иметь настроение – печальный, злой или веселый. Чтобы освободить и этих товарищей, вам нужно будет найти к ним определенный подход. Также в обоих частях есть две концовки. Хорошую можно получить, освободив более половины мудаконских товарищей. Можно сказать, что Oddworld — это весьма годная бродилка, которая придется по вкусу любителям пораскинуть мозгами и подумать над сложными головоломками, которых в этой игре предостаточно. Ну и последним в нашем списке, однако не последним по популярности, является всем хорошо известный платформер Crash Bandicoot, разработанный компанией Naughty Dog. Я уверен, что этого парня знают даже те, кто никогда не играл в оригинальные версии игры на первой PlayStation. Здесь я бы отметил все те 5 частей игры, которые есть у меня на первой PS, а именно трилогию Crash Bandicoot, Crash Team Racing и Crash Bash. Последнюю, кстати, разработали не Naughty Dog, а Евроком Entertainment. Вся кутерьма с этим зверьком начинается с того, что некий сумасшедший доктор Кортекс затевает захватить мир, для чего, собственно, и вылавливает бандикутов. Его план заключается в создании собственной армии, состоящей из этих самых бандикутов. С помощью своих машин он делает их разумными существами и подчиняет себе разум бедных животных. Однако в определенный момент машина Кортекса ломается, и главный герой по имени Краш, не будь дураком, совершает побег. И все бы хорошо, если бы в заточении Кортекса не осталась подруга Краша, которую ему и предстоит вызволять из плена. Геймплей представляет из себя обыкновенный незамысловатый платформер. Краш умеет бегать, прыгать и крутиться, что помогает ему выживать в опасных условиях игры. В начале игры у бандикута в запасе есть определенное количество жизней, которые он теряет при неудачном столкновении с врагами, падении в пропасть, падении в воду, взрыве ящиков TNT и так далее. Жизни Краш может нафармить разными путями, либо собрать 100 яблок, которые автоматически конвертируются в жизнь, либо найти их в соответствующих коробках, которых по всей игре разбросано весьма немало. Также по мере прохождения вам будут встречаться боссы, некоторые из которых доставят вам немало неприятностей. Не зря ведь именно первую часть все считают самой трудной. В конце игры, сражаясь с Кортексом, Бандикут побеждает своего злостного врага, который после своего поражения падает куда-то в море и возвращается уже во второй части. Вторая часть получила больше положительных отзывов от игроков, чем первая, однако касательно игровой механики в ней почти ничего не поменялось. Краш по-прежнему бегает, прыгает и крутится, а из нововведений разве что научился делать подкаты и удары телом. Здесь к драгоценным камням, которые Бандикут собирал в первой части, добавились еще 25 кристаллов. Как только вы собираете очередные 5 кристаллов, платформа в центре зала относит вас к битве с боссом. Также нельзя не упомянуть о веселых покатушках на белом медвежонке Поляре, которые, думаю, были по нраву большинству игроков. Потерпев поражение в этой части, неугомонный Кортекс возвращается и в третьей. Третья часть уже гораздо больше отличается от первых двух, большим разнообразием уровней, новыми боссами, а также базукой. Я вполне серьезно, после победы над четвертым боссом Краш получает базуку, стреляющую яблоками, что заметно облегчает прохождение и не может не порадовать игрока. Аналогично предыдущим частям, здесь есть веселые покатушки, но уже на тигренке Пури и в исполнении не самого Краша, а его сестры Коко Бандикут. Также в этой части добавили возможность собирать реликты, трофеи, получаемые за прохождение уровня на время. Последняя часть трилогии заканчивается эпичной битвой с участием Краша, Кортекса и двух масок. В конце концов, Кортекс снова терпит поражение, а Крашу со своими друзьями удается сбежать. Crash Team Racing, как ясно из названия, представляет из себя гоночную видеоигру, где игрок уже сам вправе решать, кем он будет управлять. Не знаю кто как, но я, как правило, всегда выбирал в качестве гонщика Поляра, уж очень он мило выглядит. Во время гоночного заезда игроку предоставлена возможность всячески мешать своим соперникам добраться к финишу путем стрельбы по ним из различных видов оружия. Оружие это, как вы уже могли догадаться, можно раздобыть в коробках, расположенных по всей трассе. Да, в этом плане Crash Bandicoot не изменяет своим традициям. Гонку заметно упрощает возможность ускорения путем заполнения полоски газа и нажатия кнопки L1 в тот момент, когда эта полоска становится красной. Он несет иногда такую пургу, я сам смотрю,
по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Этот прием даст вам нехилое преимущество, особенно если проделать его 3 раза подряд. Не обошлось в ЦТР без боссов, которых победить будет гораздо сложнее, чем рядовых соперников, поскольку они всячески будут бомбардировать вас колбами, взрывчатками и всем, что попадется под руку. Победив всех боссов и получив все ключи, игрок получает доступ к заезду с Нитрусом Оксайдом, который затеял всю эту кутерьму с гонками. После своего поражения Оксайд с несчастным выражением лица покидает землю и отправляется восвояси. Crash Bash — это игра жанра пати, разработанная компанией Eurocom Entertainment. Naughty Dog в это время работали над другой игрой. Главным режимом Crash Bash является режим приключения, где игроку нужно будет пройти 28 уровней, которые представляют собой различные мини-игры. Всего типов мини-игр 7. Самая моя любимая здесь мини-игра — Tank Wars, где персонажи, сидя в танках, сражаются на поле с соперниками. На каждом уровне игрок может добыть трофей, кристалл, драгоценный камень и реликт. В зависимости от награды меняется задача и сложность уровня. Набрав определенное количество наград, игрок получает доступ к битве с боссом, которых здесь 4. Последний из них снова неугомонный Нитрус Оксайд. Здесь битва с ним намного хлеще, чем в ЦТР. В конце концов, победив его, вы получаете хорошую или плохую концовку, в зависимости от того, за какого персонажа вы проходили игру. Я уверен, что большинству людей, когда-либо игравших в Crash Bandicoot, нравится этот шикарный платформер, который в свое время подарил немало положительных эмоций и который может доставить удовольствие даже при игре сейчас. Разумеется, можно было бы вспомнить еще кучу классных игр с первой PS-ки. И знаете, я уже морально готов к нападению со стороны любителей вот этого фиолетового дракончика, мол, как же я посмел и почему не включил его в этот список. Уверяю вас, ребята, если бы этот список был больше, то скорее всего 6-й игрой был именно Spyro, однако этот ролик и без того получился весьма содержательным и объемным. Я очень надеюсь, что в какой-то мере помог вам поностальгировать и вспомнить несколько замечательных атмосферных игр с первой PlayStation. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк и подписаться на канал. Также не забудьте написать в комментариях о том, совпало ли ваше мнение с моим и какие игры с PS1 вам запомнились больше всех. И еще не забывайте о том, что на моем канале вы сможете найти прохождение всех этих и других замечательных ретро-игр, которые в былые времена подарили нам столько замечательных эмоций и воспоминаний. А на этом я, ребята, откланиваюсь, с вами был Линкс, до скорых встреч!